Здравствуйте! В мире кинологии очень часто затрагивается вопрос, как правильно поставить хватку защитной собаки. В интернете на эту тему можно найти много информации разных авторов. Все они, как правило, крутятся вокруг догматов европейских рингов и претендуют на истину первой инстанции, враждебно воспринимая любую другую точку зрения. И причина этого кроется в том, что ввиду разных обстоятельств современное служебное собаководство придало забвению огромный боевой опыт кинологов прошлых поколений. В этом видео на вопрос, как правильно поставить хватку защитной собаке, я дам свой ответ, к которому пришел за 40 лет исследований этой тематики и испытаний на практике всевозможных методик. Итак, очень важно понимать, что успех в дрессировке в первую очередь обусловлен генетикой собаки и ее предрасположенностью к определенной службе. А далее все будет зависеть от уровня профессионализма кинолога, который будет раскрывать потенциал собаки. Я не буду повторяться и касаться тех общепринятых моментов в постановке хватки, которыми переполнен интернет, а раскрою эту тему совершенно с другого ракурса, сделав акцент на том, что для собаки постановка хватки является формированием фундамента, на который один за одним ложатся все последующие умения. И то, как с первых занятий будет выстраиваться этот фундамент, определит всю дальнейшую карьеру собаки. Прежде всего, стоит сказать, что оценивать правильность постановки хватки можно только лишь с привязкой к тем целям, которые ставят перед собакой. А они, в свою очередь, обусловлены тем, что в кинологии необходимо разграничить два абсолютно разных направления – спорт и боевое применение. В контексте раздела «Защита» у них полностью взаимоисключающие навыки, модели поведения, амуниция и методики постановки хватки в том числе. Да и говорить в этом аспекте только о хватке в корне неправильно. Ведь сама по себе хватка – это всего лишь удержание в пасти какой-либо субстанции. Если говорить о спорте, то это удержание тряпичной амуниции. Если это боевое применение, то удержание какой-либо части тела противника. Но в кинологии формулировка «постановка хватки» является более обширным понятием и прежде всего подразумевает привитие собаке определенной модели поведения во время удержания. Поэтому хватку необходимо рассматривать в комплексе с другими составляющими, которые позволяют собаке использовать свое единственное оружие – зубы. Подготовка собаки в этом аспекте является отдельно взятым разделом, который я называю «оружие собаки». В нем есть целый ряд составляющих, но для темы этого видео достаточно будет выделить две основные. Первая – это хватка, которая дает возможность удерживать противника, а вторая – сила укуса, позволяющая произвести максимальный болевой эффект. В совокупности с различными умениями они позволяют нанести физический урон противнику. В свою очередь, подготовку каждой из этих составляющих необходимо разделять на три части. Первая – общая физическая подготовка, вторая – специальная и третья – психологическая. Давайте разберем каждую из них. Общей физической подготовке необходимо уделять внимание в любом разделе. В контексте темы этого видео она подразумевает укрепление мышц, связок и соединительных тканей, которые задействованы в процессе хватки и укуса собаки. Касаемо развития хватки, лучшим упражнением безусловно является тарзанка, причем для собак любого направления. На моем канале есть видео, где я подробно объясняю этот вид нагрузки. Единственной проблемой в использовании тарзанки является то, что далеко не каждая собака готова к выполнению этого сложного действия. В таком случае тарзанку можно заменить различными играми со своей собакой, при этом сохраняя все принципы такого рода подготовки. Касаемо силы укуса, стоит отметить, что этому качеству в современной кинологии внимания не уделяется совсем. И это большой пробел прежде всего для боевой подготовки. А в спорте это качество в принципе не востребовано. Поэтому специалисты всевозможных рингов с таким понятием, как развитие силы укуса, совершенно не знакомы. И это не мудрено. В спорте перед собакой не ставят задачу нанести физический ущерб противнику и вызвать у него болевой шок. А для того, чтобы показывать качественную работу в спортивных нормативах, достаточно, чтобы у собаки была плотная хватка,
которые в свою очередь не требуют высоких показателей в силе укуса. Суть заключается в том, что хватка, позволяющая собаке блистать, работая на костюм или рукав, имеет свои цифровые характеристики. И даже если показатели силы сжатия челюстей будут на уровне ниже среднего, то этого будет вполне достаточно для демонстрации плотной хватки. И к тому же сама ткань спортивных костюмов и рукавов помогает собаке в удержании. Ввиду этих причин подавляющее число чемпионов спортивных рингов даже не смогут произвести серьезный болевой эффект на человека, укусив его за голое тело. И такие выводы были подтверждены не просто ощущениями, а реальными цифрами во время измерения силы укуса у большого количества собак при помощи измерительного прибора, который был помещен в спортивную амуницию. Также такие замеры позволили понять, что занятия на тарзанке, работа на костюм или рукав, как и любая подобная нагрузка, не способствуют развитию силы укуса. В этом аспекте у собак все происходит так же, как и у людей. По принципу сила развивается только в том направлении, в котором ее развивают. В связи с этим для того, чтобы у собаки развить силу укуса, нужно делать целенаправленные упражнения. Я уже рассказывал о них в своих предыдущих видео, поэтому не буду повторяться. Скажу лишь то, что любой, даже самой неодаренной от природы собаке можно увеличить силу укуса минимум на 30-40%, а талантливой собаке в несколько раз. Но натренированную хватку и силу укуса еще нужно реализовать на практике. И для этого служит следующая часть учебного процесса – специальная подготовка. Она предназначена для формирования у собаки необходимой модели поведения на хватке, которая подчеркивает то направление, где будет использоваться собака. Для этого при помощи простых упражнений собаке прививают необходимые навыки, которые при частом повторении закрепляют устойчивую модель. Одни упражнения направлены на отработку спокойной хватки. Для этого используют игровую мотивацию, а после поглаживаниями дают собаке понять, что фигурант – это партнер в игре, и он не причинит никакого вреда. Так у собаки формирует прочный фундамент для освоения необходимых навыков, которые позволят успешно выступать в спортивных рингах. Другие упражнения несут в себе противоположную задачу и помогают в постановке хватки для боевого применения. Одним из них является обучение навыку рывок. С помощью этого упражнения собаку целенаправленно обучают рвать амуницию, объясняя, как наносить физический урон противнику. В последующем, когда этот навык перейдет в устойчивую модель, собака всегда будет стремиться оторвать ту часть субстанции, которая находится у нее в пасти. Причем неважно, тряпка это или плоть врага, собака будет работать по заложенному алгоритму. Говоря о нанесении ущерба противнику, не лишним будет упомянуть о том, что многим знакомо высказывание, что волк не кусает свою добычу, а режет. Так вот, подобные упражнения и прививают умение именно резать, а не кусать. Существуют упражнения, которые закрепляют у собаки постоянное стремление впиться полной пастью. Эта способность приветствуется как в спорте, так и в боевом применении, но при этом в каждом направлении имеет свое характерное отличие, суть которого я раскрою в этом видео. Следующий навык – трепок. И это также отдельный элемент, требующий целенаправленной отработки. Когда он привит собаке, то она его исполняет моментально, как только сомкнет зубы, порой еще даже не приземлившись на землю во время стремительного прыжка при задержании. Также есть упражнения, которыми отрабатывается умение прекратить хватку на доли секунды, немного приоткрыв пасть, и тут же ее возобновить, при этом не теряя силу укуса с каждой следующей хваткой. Этот навык я называю звериный перехват. Его применение можно увидеть, когда собака, выполняя хватку, стремится более точно схватить ту часть тела, которая для нее выставлена как конечная цель. Сейчас на экране вы видите такую манеру работы. Не выпуская руку из пасти, собака стремится схватить кисть. Очень важными в боевой подготовке являются упражнения, которые формируют понимание собаки, что, добравшись в безопасную зону, она не должна прекращать хватку, несмотря на различные провокации противника. Это умение называется хваткой по месту и требует отдельной целенаправленной отработки, на которую уходит большая часть времени всего процесса обучения. Следующий навык –
который в служебном собаководстве называют выплевывание тряпок. Также является своеобразной манерой использования собакой своего оружия. Это умение позволяет собаке манипулировать своей хваткой и быть непредсказуемой в поединке, а также наряду с прочими подобными упражнениями объясняет собаке, что целью для нее является человек, а не тряпичная амуниция. Список упражнений такого рода можно продолжать еще очень долго. Все они являются своеобразным инструментом для дрессировщика, и чем больше упражнений он знает, тем более четкую манеру работы на хватке привьет собаке. Но иметь качественную хватку, сильный укус и богатый технический арсенал недостаточно. Все это еще нужно реализовать в противостоянии, а для этого нужно иметь соответствующий характер, который раскрывается и закаляется во время прохождения психологической подготовки, где основой является правило, которое звучит так: на каких поведенческих реакциях собака будет работать на службе, на таких и нужно ее тренировать, начиная с первого занятия. Специальная и психологическая подготовки идут рука об руку, так как освоение технического арсенала напрямую связано с эмоциональным состоянием собаки. Да и такие показатели, как максимальная сила укуса и высшее проявление хватки, происходят не иначе, как на пике возбуждения. А теперь я подчеркну главную суть, которая расставляет по полочкам всю концепцию дрессировки. Она заключается в том, что собака – это стереотипное существо. Ввиду этого, если у нее сформировалась какая-либо устойчивая модель поведения, то исправить ее, а тем более искоренить полностью на практике будет невыполнимой задачей, потому что определенные ассоциации будут запускать тот алгоритм действий, который сформирован путем многократных повторений. Поэтому важнейшим моментом при постановке хватки является выстраивание соответствующего отношения собаки к человеку. Для спортивной собаки все люди являются своими. Она включается в работу от вида игрушек, которыми для нее являются защитный костюм или рукав. При этом основой, которая руководит принятием всех ее решений, является стремление завладеть амуницией в игре с фигурантом. А боевая собака включается в работу от одного лишь присутствия чужого человека. Поэтому для нее очень важным является разделение людей на своих и чужих. Своими для нее должны быть только члены семьи, а все остальные чужими. От этого все ее задачи на службе сводятся к простому решению: со своими играю, а чужих кусаю. Если разложить по полочкам работу любой защитной собаки, то неизменно виден тот стимул, который руководит ею. Когда работает спортивная собака, то предельно ясно, что она не проявляет агрессию к человеку. Весь ее эмоциональный настрой связан с требованием, чтобы ей отдали любимую игрушку. Неважно, костюм это или рукав. А когда собаке позволяют выполнить хватку, то она не ведет борьбу с человеком, а просто старается завладеть амуницией. И когда собаке отдадут игрушку, она тут же успокаивается, и человек ее совершенно не интересует. При этом демонстрация полного доверия к фигуранту, отсутствие агрессивного отношения к нему и зацикленность на амуниции просматривается абсолютно в каждом навыке. И даже если спортивной собаке давать кусать скрытый рукав, это ничего не поменяет, потому что она все прекрасно понимает и воспринимает такое действие, как замену одной игрушки на другую. Суть заключается в том, что поведение на хватке говорит об отношении собаки к человеку. Его невозможно спрятать. Можно сколько угодно показывать фокусы и говорить, что спортивная собака при необходимости переключится в боевой режим, но все эти разговоры прекратятся, как только собака войдет в захват. Именно он и покажет, кем для нее является человек. Но такая манера работы и говорит о том, что у спортивной собаки профессионально сформирован прочный фундамент, а именно спокойная хватка на игровой мотивации. Каждый технический элемент подчеркивает то, что подготовка была разложена по полочкам и полностью соответствует всем требованиям данного направления. И как следствие, собака показывает необходимое внутреннее состояние и работает на максимально высокий результат. А теперь представьте, что было бы, если спортивные собаки с первых же занятий ставили бы хватку на агрессии и прививали недоверие к фигуранту. Ответ очевиден. Это поломало бы всю суть целевого назначения собаки, и она не смогла бы демонстрировать качественное выступление на соревнованиях.
Стало быть, использование принципов боевой подготовки в спорте является грубейшей ошибкой и в корне недопустимо. И это понимает каждый представитель кинологического спорта. И для служебных собак все аналогично, только с точностью наоборот. Использование спортивных методик в боевой подготовке также в корне недопустимо. И первой грубейшей ошибкой является успокоение нахватки с использованием поглаживаний и приучения игнорировать прикосновения. Все это сбивает с толку и мешает формированию правильного фундамента. Единственное прикосновение, к которым должна лояльно относиться собака, это поощрительные действия хозяина. Еще более грубой ошибкой являются моменты, когда собаку побуждают на агрессивное поведение, а после успокаивают нахватки. Этим прививается недопустимый алгоритм действий. Такой тренинг полностью уничтожит карьеру служебной собаки. Для того, чтобы собака была успешной в боевом применении, нужно с первых же занятий ставить хватку на злобе и агрессии. И тут я в очередной раз напомню, что военные кинологи прошлых поколений разделяли злобу и агрессию как две разные поведенческие особенности собаки. А соответственно, для постановки хватки на злобе необходимо использовать одни упражнения, а на агрессии другие. И если кинолог, занимаясь боевой подготовкой, не понимает этого разделения, значит он еще не разобрался в тонкостях натаски служебных собак. В отличие от спортивной собаки, служебная должна работать на взрыве. При этом любое прикосновение со стороны человека должно раздражать собаку. Необходимо понимать, что ставить спокойную хватку по спортивным методикам, чтобы впоследствии перенести ее в работу для боевого применения, изначально бестолковая идея и абсолютно невыполнимая на практике, потому что в таком случае речь идет о попытке привить собаке одновременно две взаимоисключающие модели поведения. Также стоит упомянуть, что все разговоры о том, что начиная заниматься с первых же занятий на агрессии, можно навредить собаке и что она будет нервничать на хватке, полная ерунда и вымысел людей, не разбирающихся в боевой подготовке. В своих видео я уже касался такого понятия, как нервозность, и то, что если собака проявляет эту особенность во время хватки, то она является браком и непригодна к службе, а стало быть, занятие с ней пустая трата времени. Для собак служебных пород, которые соответствуют своему стандарту, работать в злобном и агрессивном состоянии со щенячьего возраста – это норма и единственно правильный путь в подготовке, который приводит к тому, что, не доверяя постороннему, собака, то, что называется, яростно взрывается от каждого прикосновения человека. И это единственно верная модель поведения на хватке для боевой собаки. Я хочу сконцентрировать ваше внимание на том, что если вы исследуете каждый нюанс, связанный с разделом защита, то неизменно придете к выводу, что в нем есть две взаимоисключающие манеры работы собаки в борьбе с противником. Это игровая и боевая. К игровой манере относится работа во всех без исключения спортивных нормативах, ну а в боевой само название говорит за себя. Эти манеры полностью взаимоисключающие практически в каждом отдельно взятом навыке и не могут сочетаться и переходить одна в другую. И закрепив устойчивую работу по одной из них, собака уже никогда не сможет вернуться к другой и показывать в ней стабильную работу, по причине того, что у нее постоянно будет срабатывать динамический стереотип, закрепленный предыдущим опытом. В свою очередь, модель поведения на хватке является фундаментом, на котором можно построить только определенные навыки борьбы. Разобрав по полочкам этот факт, у вас отпадут все вопросы по поводу выбора методик. Сейчас я объясню, в чем тут суть. Задайте себе вопрос: какая собака проявляет спокойную хватку? Ответ очевиден: та, которая доверяет противнику. Стало быть, ей незачем думать, к примеру, о таком навыке, как стремление уйти в безопасную зону. Ведь туда стремится только та собака, которая понимает, что противник – это враг, который хочет причинить ей физическую боль. То есть очевиден тот факт, что расположение собаки по отношению к противнику говорит о том, кем для нее является человек – другом или врагом. Спортивные методики приучают собаку находиться прямо-таки в объятиях фигуранта, вести себя спокойно и игнорировать прикосновения и различные захваты. Все это подчеркивает полное доверие к человеку. Но в боевой ситуации такая манера работы будет неминуемой гибелью для собаки. Если она привыкнет к таким действиям и будет позволять себя хватать, поднимать и делать подобные манипуляции,
то это станет для нее нормой, и в настоящем бою она поведет себя аналогично. В очередной раз акцентирую ваше внимание на том, что такое поведение собаки берет свое начало именно в момент постановки спокойной хватки на игровых методиках. А теперь давайте рассмотрим, какую манеру борьбы необходимо привить собаке, чтобы она могла уцелеть в боевой ситуации и получить минимальный физический ущерб. И тут все предельно ясно. Для начала необходимо объяснить собаке, что если она будет спокойно стоять перед противником, то будет получать удары. Ее необходимо подвести к тому, чтобы она самостоятельно принимала соответствующие решения. Только так можно воспитать собаку, думающую в бою. Ей нужно объяснить, что необходимо постоянно перемещаться, стараясь не дать себя схватить или нанести по себе удар. Для этого на протяжении всего поединка собака должна стремиться уйти в безопасную зону. Одним из способов, позволяющих это сделать, является закручивание за спину противника. Практика жестких спаррингов и боевой опыт подтверждают, что этот навык собака без особых проблем реализует в боевой ситуации. Следующим, еще более простым способом, создающим зону безопасности, служит так называемое растягивание, которое достигается за счет основного боевого навыка, носящего название натяжка. Она выполняется следующим образом. Если противник хочет подтянуть собаку к себе и схватить ее, то она должна сопротивляться и тянуть на себя. Если противник идет на собаку, то она должна уходить от него, при этом сохраняя натяжение. Так собака находится на максимально дальней дистанции от противника, наносит ему ущерб и при этом, насколько это возможно в динамике боя, избегает удары и не дает сковать свои действия. Наиболее эффективным растягиванием является, когда собака удерживает хватку за кисть. В такой позиции противнику будет практически невозможно схватить собаку. Такой же принцип подготовки необходимо сохранять и при борьбе в партере. В этой позиции для собаки ничего не меняется. Она также должна демонстрировать постоянное стремление уйти в безопасную зону. В партере также проще всего это делается при помощи растягивания противника. Все это я вел к тому, что во время поединка собака может в любой позиции создавать для себя безопасную зону. Причем неважно, как она располагается по отношению к противнику, фронтально, сзади или сбоку. Главное, чтобы она имела в своем техническом арсенале навыки, которые построены на стремлении избегать прикосновений, ударов и лишения свободы действий. Кроме всего прочего, такая модель поведения поможет понять собаке, что в те моменты, когда противнику удается поймать собаку, она должна всячески сопротивляться и не давать себя сковать, когда противник пытается навалиться на нее. Никаких обниманий, как в спорте, собака не должна позволять. Она должна взрываться в ярости и уходить из этой позиции. Растягивание в совокупности с постоянными передвижениями – это базовый алгоритм, который позволит собаке противостоять умелому врагу. Но в том случае, когда противнику удалось подтянуть собаку к себе, она без всяких сомнений сделает перехват в руку, причиняющую боль. На это собаку сподвигнет фундамент ее подготовки – постановка боевой хватки. А вместе с этим собака выполнит ту разновидность ухода в безопасную зону, которую позволит ситуация. А после будет развивать успех с выгодной позиции. Я не случайно затронул такой аспект, как расположение собаки по отношению к противнику, потому что это ключевой фактор, позволяющий собаке остаться целой и невредимой в боевой ситуации, и он напрямую связан с моделью поведения на хватке. Все вышесказанное я вел к тому, что в подготовке собак необходимо разделять две абсолютно разные и при этом взаимоисключающие манеры ведения поединка. Если описать их кратко, то спортивная манера – это работа собаки на противника, а боевая – от противника. С точки зрения боевой подготовки, тактика борьбы спортивной собаки – это сплошной сумбур и хаотичность действий. Собака то находится в объятиях противника, то стоит перед ним, то кружится за счет активности фигуранта. Но у боевой собаки тактика борьбы четко определена. Она постоянно будет избегать борьбы в клинче и за счет натяжки будет стремиться выйти на максимально возможную дальнюю дистанцию и вести поединок только в такой позиции. При этом нет разницы, в каком направлении двигается собака – вперед, назад или по кругу. Она всегда перемещается, контролируя натяжение. И это одно
из основных отличий боевой собаки от спортивной, которая, кроме всего прочего, говорит о том, что в подготовке собак необходимо разделять две абсолютно разные методики постановки хватки – спортивную и боевую. Выше я упоминал о том, что стремление впиться полной пастью является важным критерием в оценке хватки собаки и приветствуется как в спортивных рингах, так и в боевой подготовке. Но даже эта способность имеет свои различия. Спортивная собака, полностью доверяя человеку, будет стоять перед ним, игнорировать все его прикосновения и время от времени еще глубже впиваться в амуницию. А боевая собака не доверяет человеку, поэтому в процессе борьбы, найдя момент, чтобы углубиться в захвате, далее она будет работать от противника и делать рывки, стараясь оторвать субстанцию, которая у нее в пасти. При этом, когда в пасти боевой собаки останется оторванная часть амуниции, то она не убежит с ней, как спортивная собака с игрушкой, а выплюнув лохмотья из пасти, будет стремиться атаковать человека. И причину проявления таких отличий даже не нужно объяснять. Все очевидно. Выступая в спортивных рингах, собака может себе позволить любые вольности. И это понятно. Ее не подстерегает никакая опасность. Поэтому спортивная собака не против обниманий, ношений на руках и прочих игр. Но в настоящем бою такая подготовка аукнется. Собака, которая добровольно идет в объятия противника и держит хватку в одном месте, это камикадзе, обреченный на гибель. Всякие модные хватки в бедро и тем более в бицепс руки для боевой собаки это пижонство и грубейшая ошибка. В боевой подготовке необходимо сделать так, чтобы собака всем своим существом возненавидела любые прикосновения. Ощутив их дискомфорт, собака впоследствии будет их избегать, принимая правильную позицию в бою. Если ее попытаются прижать к различным объектам, то она будет активно сопротивляться, чтобы не дать возможности себя сковать. А в случае, если противника будет невозможно растянуть, то она сделает перехват и будет дальше продолжать борьбу. Если противник попробует навалиться на нее, то и в этом случае собака может поменять место хватки, чтобы не дать себя сковать, и уйдет в более выгодную позицию. Понимаете, в чем суть? У собаки, подготовленной для боевого применения, в техническом арсенале только те навыки, которые позволяют дать минимум шансов противнику для нанесения физического ущерба. У качественно подготовленной боевой собаки даже нет мысли, чтобы спокойно вести себя в объятиях чужого человека, потому что она не доверяет ему и постоянно ждет от него провокацию. И фундаментом такого поведения является именно постановка хватки на злобе и агрессии. Это и побуждает собаку, держа захват, работать на взрыве и практически не останавливаться. Думаю, суть такого понятия, как постановка хватки, понятна. Она задает вектор в поведении собаки, который отображает ее практическое применение. И если отнестись несерьезно к выбору методик для постановки хватки, то вся дальнейшая работа превратится в беспорядок. К примеру, если собака привыкнет игнорировать удар, то после этого очень сложно будет ей привить стремление в зону безопасности или умение блокировать руку, причиняющую боль. Наносите по собаке хоть 100 ударов, она будет их терпеть и располагаться фронтально. И так абсолютно с каждым навыком. Проявление динамического стереотипа будет преследовать собаку всю жизнь. За свою практику дрессировки я готовил собак для всевозможных целей и очень много раз проводил эксперименты с различными моделями поведения на хватке. И уверяю вас на 100%, собака не может одновременно быть и успешным спортсменом, и качественной боевой собакой. В таком случае перед ней ставят взаимоисключающие задачи. Ведь одни навыки строятся на доверии собаки к человеку, а другие наоборот. Поэтому всякие эксперименты объединить спорт с боевой подготовкой приведут к негативному результату. И все это огромное количество раз было доказано во время соревнований на призы клуба «Каскад». Все спокойные хватки лопнули как мыльный пузырь, как только немного соприкоснулись с реалиями жесткой борьбы. Поэтому все выводы о боевом направлении должны делаться только на основе жестких спаррингов, приближенных к боевым, и путем анализа боевого опыта кинологии армии и полиции. Но занимаясь боевым направлением, владелец, играя со своей собакой, может использовать спортивные методики и амуницию для общей физической подготовки. В такой игре у собаки будет закрепляться понимание, что рукава и спортивные защитные костюмы – это обычные игрушки.
Такой подход улучшит навыки боевой собаки в игнорировании тряпичной амуниции. А вот в боевом тренинге необходимо использовать только специальную скрытую амуницию, причем с первых же занятий, даже в щенячьем возрасте. Также нужно понимать, что ошибкой являются моменты, когда фигурант подыгрывает собаке. Это создает иллюзию динамичной работы, но никак не раскрывает потенциал собаки. Такими действиями притупляется проявление хватки. Именно поэтому на соревнованиях клуба «Каскад» была проверка, где собака оценивалась, когда фигурант полностью был неподвижен в разных положениях. По поведению собаки на хватке можно увидеть ее врожденные особенности, но манера работы – это отображение ее приобретенного опыта. И грамотный кинолог по этой манере поймет, и какие цели ставили перед собакой, и какие упражнения использовали в подготовке. Увидит он и откровенный беспорядок, если собаку обучали неопытные кинологи. В боевой подготовке качество хватки проверяется под сильным давлением, с жестким физическим воздействием на собаку. А в спорте такая проверка даже не предусмотрена, так как во всех рингах давление как таковое отсутствует полностью. В разделе «Защита» спорт и боевое применение собак – это два полностью взаимоисключающих направления. Они не могут сочетаться и дополнять друг друга. И чем выше уровень подготовки в каждом из этих направлений, тем более явно видна разница спортивной собаки от боевой. Безусловно, при помощи спортивных методик можно создать видимость настоящей схватки, но в таком случае собака будет казаться боевой, но не быть ею. Но в боевой ситуации лучше вообще не иметь собаку, чем рядом будет та, которая убежит в самый ответственный момент. Резюмируя все вышесказанное, нужно отметить, что и спортивные ринги, и боевое применение собак являются прекрасными направлениями и несут в себе огромную пользу для кинологии в целом. Главное, чтобы слепой фанатизм приверженцев этих направлений не приписывал им то, чего не существует. С вами был Петручок Владимир. Всего вам доброго. До новых встреч!